Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире новости игрового мира. Игры со славянским антуражем множатся, и это круто, особенно если речь идет о ролевых экшенах. Таковым станет проект под названием «Былина» от студии Far Far Games. Нам отводится роль самого обычного воина-соколика. Он отправляется в Тридевятое царство с простым, на первый взгляд, заданием, которое едва не привело его к погибели. Загадочная сущность вселяется в тело соколика и не дает ему скоропостижнуться. И теперь герой должен вернуть контроль над самим собой и, без малого, спасти мир. Сражаться нам предстоит как с двуногими разбойниками, так и с различного рода мифическими тварями. В игре можно будет открывать новые приемы и заклинания, а также подбирать для своего протеже снарягу. Разработчики обещают нам мрачную сказку, в которой вместе с главным героем мы будем постигать настоящую славянскую душу. Былина запланирована на 2025, а среди платформ ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Diablo 4, которая на днях получила DLC Vessel of Hatred, одновременно с этим отметилась и стартом нового сезона. Он внес немало изменений, кои доступны уже не только раскошелившимся на аддон игрокам, но и вообще всем. Пробежимся по самому важному. В игре стартовало новое мировое событие — прибытие так называемых Realm Walkers, существ, которые таскают на своих спинах порталы. Они появляются в случайных местах каждые 15 минут. Ловишь такого, спрашиваешь артефакты, бабло есть, даешь ему по мордам и получаешь доступ в подземелье с ордой монстров, охраняющих сокровища. Ветераны Закарума дадут вам свежую линейку квестов и предложат на обмен редкие компоненты, тоже появившиеся после обновления. Систему прогрессии переработали, максимальный уровень подняли до 60-го, а очки системы совершенствования перераспределили. На смену мировых уровней пришли 8 уровней сложности, вторая половина которых предназначена для эндгейма. Каждый класс получил по 6 дополнительных навыков, ну и еще Battle Pass обновили. Быть может это, а не DLC, побудит искателей приключений вернуться в Санктуарий. В октябре новый сезон начнется и в Sea of Thieves, уже 14-й по счету. В нем пиратам позволят передвигаться в полуприседе, что в свою очередь даст возможность скрытно подбираться к противникам. При этом, если вы хотите скрыться от глаз врага на корабле, вы сможете свеситься на внешней стороне судна и повиснуть над водой. А бесшумно устранять супостатов можно будет с помощью духовой трубки. Она также позволит пускать дротики-приманки, привлекающие животных. Кроме того, разработчики подготовили систему маскировки, чтобы притворяться тем или иным предметом и оставаться незаметным на видном месте. Если ваш персонаж окажется в открытом море без твердой палубы под ногами, русалочная попутка подкинет вас до ближайшего корабля. Те же русалки могут подсказывать владельцам посудин, если на борт забрался чужак. Помимо прочего, в Sea of Thieves завезут капканы, ружье-гарпун, новый журнал пирата, пропуск грабителя, обновки на форпостах и обновят ассортимент пиратской лавки. 14-й сезон стартует 17 октября. Шутка ли, но новое приключение усатого водопроводчика в Mario & Luigi Brothership занесет героев прямиком в Конкорд, в Конкордию. Некая страшная катастрофа расколола эту страну на множество мелких островов, и братьям Марио и Луиджи предстоит объединиться с местными жителями, чтобы исправить эту неприятную ситуацию. Свежий трейлер кратко проносится по основным геймплейным элементам. Из него становится ясно, что ставка в новой игре делается на ролевую составляющую, а кроме классического платформинга игроков ждут пошаговые бои, побочные квесты и прочие прелести RPG игр. Mario & Luigi Brothership стартует 7 ноября эксклюзивно на Nintendo Switch. Блоги на этой неделе были сочными. Тут вам и рецепт торта Хагрида из Гарри Поттера, и продолжение истории Ratchet & Clank, а еще фанатский спин-офф нашей оружейной рубрики про луки в играх. Но лучшими блогами и прилагающимися к этому титулу косарями награждаются Джейсон Деблэнд, поведавший историю Digital Devil Saga, ответвление серии Shin Megami Tensei, и вновь обладатель самой фиолетовой бороды Чизи, рассказавший о Pain Station, которая делала
сделала игрокам Pong по-настоящему больно. Ссылки на блоги победителей в описании. А я напомню, что в нашем еженедельном конкурсе участвуют только статьи, написанные эксклюзивно для сайта stopgame.ru, хорошо оформленные и обязательно созданные с вниманием к грамматике и пунктуации. Все, возвращаюсь к новостям. Бывают обычные копы, а бывают майнд-копы, которые проникают в сознание подозреваемых и вылавливают из них улики и тайны. По крайней мере, такие ребята существуют в игре Mind Cop. Сюжет повествует о расследовании убийства в тихой деревеньке Мэрилин Кратер Кэмп. Внедряясь в мозги NPC, мы будем решать головоломки и искать темы, на которые можно будет поговорить с допрашиваемыми. На раскрытие убийства дается 5 дней. Каждое ваше действие будет отнимать драгоценное время, и вам придется выбирать, какие из зацепок стоят внимания, чтобы успеть завершить дело. А окончиться оно может 2 вариантами финала. В Steam уже можно опробовать демо-версию, а полноценный релиз состоится 14 ноября, к сожалению, без перевода на русский. Точную дату выхода раскрыли авторы The Spirit of the Samurai, той самой мрачной самурайской метроидвании с закосом под кукольную анимацию. Свежий трейлер предвещает явление воина Такеси 12 декабря на ПК, а уже 14 октября демо-версию можно будет пощупать в рамках очередного фестиваля «Играм быть». Творцы из студии Asper продолжают играть на наших олдскулах, выпуская отреставрированную классику. На этот раз они взялись за Star Wars Episode 1 Jedi Power Battles. В ремастер войдет весь контент оригинала, включая мини-игры, секретных героев и секретные уровни. Улучшат модели и геймплейные механики, добавят локальный кооператив на 2, аркадные читы, возможность переключать цвета световых мечей, а также в игре появится режим «Новая игра плюс». Обновленная Star Wars Episode 1 Jedi Power Battles выйдет 23 января 2025 на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Ранее в инфакте проскакивала новость о новой книге Джейсона Шрайера и о том, что он намеревается заглянуть в ней под ногти самой Blizzard. Так вот, из этой книги стало известно, что Метелица готовит мобильную Overwatch. Разработка упоминается вскользь, однако слухи о мобилочке витают по сети уже давно. По словам Шрайера, игра находится в активном производстве, а вот будет ли это порт Overwatch 2 или полностью самостоятельная игра, не уточняется. Сама книга за рубежом уже вышла. На русский язык ее пока не перевели, но ждем. Кровь, пот, пиксели и нажми ресет были вполне себе годными. Надеюсь, и третья не разочарует. А вот что разочаровало, так это DLC Shattered Space для Starfield. Разочаровало Максима Милязева и Ивана Лоева, а Вася Гальперов даже палкой в это тыкать не стал. Короче, залетайте на stopgame.ru и смотрите свежий ролик. У меня же на этом все. Хорошего вам настроения и кайфовых выходных.